Бескрайние песчаные пейзажи, палящее солнце, полное отсутствие людей вокруг. Вот как рисуется в воображении картина одной из самых известных пустынь мира – Сахары. Кажется, будто золотые дюны были здесь всегда, но это, безусловно, не так. Когда смотришь на Сахару, на ее бескрайние пески, на безмолвные и величественные барханы, невольно возникает желание узнать, что же скрывается под миллионами тонн песка, что таится в ее глубинах. В этом выпуске мы с вами совершим увлекательное путешествие в прошлое, чтобы узнать, всегда ли эта часть африканского континента была такой засушливой и безжизненной пустыней, какой мы видим ее сегодня. Мы узнаем о том, что скрыто под песками Сахары, а также раскроем невероятные факты об этом загадочном месте, полном тайн и загадок. Начнем с названия – Сахара. Оно происходит от созвучного арабского слова, которое в переводе означает просто «пустыня». Вопреки распространенному мнению, пустыня Сахара не является самой крупной пустыней на Земле. Пальма первенства в этом отношении принадлежит антарктической пустыне, покрытой льдом и снегом, но все же самой суровой и неприветливой. Но среди привычных нам пустынь с песком, жарой и высокими барханами именно Сахара действительно занимает первое место по многим показателям. Ее площадь превышает 8,5 миллионов квадратных километров, занимая почти 1/3 всей Африки, простираясь на огромные пространства. Эта пустыня расположена на территории сразу 10 африканских стран, омывается водами Атлантического океана, Красного моря и Средиземного моря, граничит с этими водными пространствами, создавая контраст между сушей и морем. При этом Сахара продолжает расширяться, поглощая новые территории. Она расширяется на юг, неумолимо продвигаясь вперед со скоростью от 5 до 10 километров ежегодно, захватывая все новые и новые земли. Пожалуй, у большинства людей пустыня ассоциируется с высокими песчаными дюнами причудливой формы, с величественными барханами, с экзотическими кактусами, с практически полным отсутствием растительности и животных обитателей, которые могут выжить в таких суровых условиях. Однако следует отметить, что пески занимают лишь около 20% от общей территории Сахары. Основной ландшафт пустыни составляют скалистые плоскогорья, каменистые плато и горные массивы, создающие разнообразный и порой впечатляющий пейзаж. Хотя данный регион действительно нельзя назвать богатым на животных, тем не менее, здесь насчитывается около 4000 видов, представляющих собой удивительное разнообразие форм жизни, приспособившихся к жизни в пустыне. Среди них присутствуют и млекопитающие – хомяки, тушканчики, антилопы, шакалы, барханные коты, мангусты и другие представители фауны, которые ведут активный образ жизни, удивляя своей выносливостью и умением приспосабливаться к экстремальным условиям. Большинство этих обитателей ведут ночной образ жизни, когда жара спадает, а днем прячутся в укрытиях от палящего солнца, спасаясь от испепеляющего зноя. Все потому, что температурный режим пустыни склонен к большим перепадам в течение суток, создавая суровые условия для жизни. Средняя температура воздуха в Сахаре доходит до 35 градусов по Цельсию, но солнце нагревает песок в 2 раза сильнее, создавая ощущение пребывания на настоящей адской сковороде, где все вокруг раскаляется. Самая высокая зафиксированная температура воздуха, когда-либо зарегистрированная в Сахаре, составляет почти плюс 58 градусов по Цельсию, что делает этот регион одним из самых жарких мест на планете. А ночью
Пустыня остывает так же быстро, как и нагревается днем, из-за отсутствия влаги и облаков, которые могли бы удерживать тепло, а потому ночами там холодно, температура падает, порой вплоть до 0 градусов по Цельсию. При этом в ночное время в районе горных плато могут случаться даже заморозки, когда температура опускается до минус 18 градусов по Цельсию, создавая суровые условия для выживания. Дожди в Сахаре идут крайне редко. Например, в центральной части пустыни осадки выпадают всего лишь раз в несколько лет, а климат в целом сухой и жаркий, неблагоприятный для жизни большинства растений и животных. В среднем тут за год выпадает около 75 мм осадков, что очень мало, и не может обеспечить достаточного количества влаги для развития растительности. Зато утренняя роса, появляющаяся в результате конденсации влаги из воздуха, не является редкостью и помогает некоторым растениям выживать. Более того, в Сахаре даже выпадал настоящий снег, что является удивительным и редким явлением для такого жаркого региона. Это было зафиксировано в 1879 и 2012 годах, когда снег покрывал некоторые участки пустыни, хотя, правда, он моментально таял, не успевая задержаться надолго. Несмотря на засушливость региона, в Сахаре есть постоянные озера, которые являются источником воды для многих обитателей пустыни. Например, группа озер Унианга, расположенная в труднодоступном районе. Единственной рекой, протекающей через границы пустыни, является могучий Нил, который обеспечивает жизнь в долине, создавая плодородные земли и поддерживая существование цивилизаций. Безусловно, климат Сахары не является благоприятным для большинства представителей флоры, требуя от растений невероятной приспособленности к суровым условиям. Однако, ученые насчитывают на территории пустыни более 30 видов эндемичных растений, которые встречаются только здесь и больше нигде в мире, демонстрируя удивительную устойчивость к засухе и высоким температурам. Среди них можно назвать следующие: папоротник, фикус, акация, кактусы, финиковая пальма и другие виды, которые создают очаги жизни в этой безжизненной, на первый взгляд, пустыне. Флора более всего представлена в Нагорье Ахагар и Тибесте, а также на севере пустыни, где условия немного более благоприятны для роста растений. Перепады температур, характерные для Сахары, оказывают разрушительное воздействие даже на горные породы, которые под их влиянием трескаются и превращаются в пески, подвергаясь эрозии. Таким образом, пустыня пополняет свой запас песчаного слоя, увеличивая свои размеры и изменяя ландшафт. Песчаные дюны в Сахаре могут достигать 200 метров в высоту, что сопоставимо с высотой 70-этажного небоскреба, поражая своими размерами и величием. В пустыне можно встретить поющие барханы, особую разновидность дюн, которые издают звуки, напоминающие мелодию под влиянием ветра, создавая удивительное акустическое явление. Под влиянием ветра песчинки, составляющие бархан, начинают колебаться и издавать звуки, сливающиеся в причудливую мелодию, которая разносится по пустыне, создавая уникальную атмосферу. В пустыне Сахари имеются необычные участки, где барханы состоят не из обыкновенных песчинок, а из достаточно крупных прозрачных кусочков обветренного стекла, создавая фантастический и нереальный пейзаж. Считается, что в этих местах миллионы лет назад на Землю падали большие метеориты, сопровождавшиеся выделением огромного количества тепловой энергии, которая расплавила песок и превратила его в стекло. Известно, что это так называемое стекло пустыни, которое является уникальным материалом. В древности люди использовали его для изготовления украшений, что свидетельствует о его ценности и красоте.
К примеру, нагрудник, изготовленный из такого материала, был найден в гробнице фараона Тутанхамона, демонстрируя его важность для древних правителей. Миражи — это еще один интересный и загадочный факт, связанный с пустыней Сахара, вызывающий у путешественников восхищение и удивление. Сколько людей, путешествуя по пустыне, видели вдруг появившиеся оазисы с водой и пальмами, думая, что это находится от них примерно в 2-3 километрах, но, подойдя ближе, обнаруживали, что это всего лишь мираж, обман зрения. На самом деле, до ближайшей воды порой приходится идти 500 и более километров, преодолевая огромные расстояния. Мираж — это оптическое явление в атмосфере, происходящее в результате преломления потока света на границе между различными по плотности и температуре слоями воздуха, создающее иллюзию. В Сахаре наблюдают более 150 тысяч миражей, создавая удивительные и захватывающие картины. Даже созданы специальные карты мест, где их можно увидеть, чтобы путешественники могли насладиться этим уникальным природным явлением. Отличие миража от действительности заключается в том, что вместе с реально видимым изображением объекта, например, пальмы или оазиса, видно его отражение в атмосфере, которое создает иллюзию близости. Главное чудо Сахары и одна из главных загадок нашей планеты находится в Мавритании и называется Решат, представляя собой уникальное геологическое образование. Это кольцевая структура диаметром в 50 километров и возрастом в несколько сотен миллионов лет, вызывающая удивление и восхищение. Долгое время глаз пустыни служил ориентиром для космонавтов, поскольку его отлично видно с орбиты, и это единственный явный ориентир в обширном пространстве практически ничем не примечательной пустыни. Существует несколько гипотез, объясняющих это уникальное явление, по одной из которых появление кольцевой структуры является результатом действия эрозии, разрушительного воздействия природных сил. Самой высокой точкой Сахары является пик Эмикуси, возвышающийся на 3 километра 400 метров над уровнем моря, впечатляя своими размерами и создавая удивительные пейзажи. На территории пустыни обнаружены богатые залежи газа и нефти, что привлекает внимание энергетических компаний и влияет на экономику региона. В Сахаре под воздействием южных ветров зарождаются чудовищные песчаные бури, которые затем обрушиваются на окрестные страны и иногда бушуют по несколько дней, создавая опасность для людей и животных. Например, каждый год мощные ветра обрушивают полные песка, поднятого в Сахаре, тучи на островную африканскую страну Кабо-Верде, создавая множество неудобств для местных жителей, затрудняя жизнь и вызывая проблемы со здоровьем. Несмотря на суровые условия, на территории Сахары, по разным оценкам, проживает около 2 миллионов человек, которые смогли приспособиться к жизни в пустыне, демонстрируя невероятную выносливость и стойкость. В основном это берберы и туареги, коренные народы, имеющие богатую культуру и традиции. В средневековые времена через пустыню ходили торговые караваны, перевозившие товары, что способствовало развитию торговли и культурному обмену. Самый крупный из известных караванов, по свидетельствам арабских историков, состоял почти из 12 тысяч верблюдов, демонстрируя масштабы торговых связей. Чтобы раскрыть наиболее важные тайны Сахары, следует углубиться в самое сердце этой пустыни, в ее самые сокровенные глубины. Под множеством барханов, под слоем песка находится сокровище Сахары, которое обеспечивает жизнь в этом суровом регионе. На поверхности пустыни воды очень мало, что связано с малочисленными осадками и сухим климатом, что делает жизнь в пустыне
еще более сложной. Зато под песками Сахары находятся обширные бассейны подземных вод, настоящие кладовые влаги, которые поддерживают жизнь в этом безжизненном, на первый взгляд, месте. Именно благодаря этим бассейнам в Сахаре можно встретить оазисы, участки, богатые растительностью, представляющие собой островки жизни в пустыне. Большинство оазисов здесь возникают в тех местах, где вода из подводных рек, текущих под песками, пробивается на поверхность, образуя источники и водоемы, поддерживающие жизнь. Некоторые страны, расположенные на территории грунтовых вод Сахары, занимаются добычей этой бесценной жидкости, обеспечивая водой население и развитие сельского хозяйства. Наиболее плодородной в этом плане является северо-восточная часть пустыни, на которой расположены Судан, Чад, Египет и Ливия, демонстрируя потенциал подземных водных ресурсов. Водоносный горизонт на территории Ливии является более обширным, позволяя добывать больше воды. Здесь подземные воды добывают еще с 70-х годов XX века, а в 1983 году начались работы над грандиозным проектом, целью которого была доставка питьевой воды в обезвоженные населенные пункты Ливии, обеспечивая население водой. Регулярное водоснабжение для всех крупных городов страны было налажено к 1996 году, улучшив качество жизни людей. Эта грандиозная система, называющаяся Великой рукотворной рекой, является одним из самых впечатляющих инженерных сооружений в мире. Ежедневно доставляет 6,5 миллионов кубометров питьевой воды, обеспечивая население необходимым ресурсом. В 2008 году Великую рукотворную реку занесли в Книгу рекордов Гиннесса, признав самым большим ирригационным проектом, демонстрируя масштаб проделанной работы и вклад в развитие региона. Великая рукотворная река состоит из 13 сотен колодцев, глубина которых превышает 500 метров, а также из многочисленных водопроводов и водохранилищ, обеспечивая доставку воды потребителям. Все это было бы невозможно без наличия водоносного горизонта под слоем песков Сахары, служащего основным источником воды для этой гигантской системы. Следует заметить, что эта пустыня намного более щедра к своим обитателям, чем может показаться на первый взгляд, предоставляя им ресурсы для выживания. Но на самом деле Сахара не всегда была такой, какой мы знаем ее сегодня, с ее палящим солнцем и бескрайними песками. Трудно поверить, но еще около 8000 лет назад на месте Сахары простирался зеленый лес с пышной и сочной растительностью, широкие травяные луга, покрытые травой, и чистые озера, наполненные водой, создавая райский уголок. У Сахары даже есть свой собственный Стоунхендж, который называется Напта-Плая, демонстрируя древнюю историю этого региона. Данное сооружение представляет из себя 2-3-метровые камни весом в несколько тонн, выстроенные кругами в 5 рядов, создавая загадочную картину. Напта-Плая старше Стоунхенджа на более чем 4500 лет, что делает его одним из самых древних археоастрономических памятников в истории, позволяя нам заглянуть в прошлое. В самом центре Сахары археологи обнаружили древние наскальные рисунки, свидетельствующие о том, что первобытные люди когда-то жили в этих краях, оставив после себя свидетельство своей культуры и быта. Вероятно, в этих местах было много поселений людей, которые возделывали землю, занимаясь сельским хозяйством, и растили скот, используя богатые ресурсы того времени. Там же была огромная река Таман-Рассет, которая впадала в Атлантический океан, формируя плодородные долины и поддерживая жизнь. Ее обнаружили в 2015 году при помощи трехмерных снимков со спутника, позволяя ученым заглянуть в прошлое.
также нашли края озера Чад, которое в древности было намного шире и глубже, чем сейчас, и считалось самым большим на планете, демонстрируя масштабы изменений, произошедших в регионе. По подсчетам специалистов, через 10-12 тысяч лет у людей снова будет возможность увидеть Сахару зеленой, когда климат изменится, и пустыня снова покроется растительностью. У ученых есть разные предположения относительно того, почему зеленый регион превратился в засушливую пустыню, вызвав значительные изменения в экосистеме. Одни винят домашний скот, который поглощал столь огромное количество растений, что они не успевали расти и отражать солнечный свет, что привело к изменению климата, а потому солнце стало выжигать землю и оставшуюся растительность, ускоряя процесс опустынивания. Другие, наоборот, утверждают, что выпас скота и перегон продлили жизнь в Сахаре на 500 лет, помогая поддерживать экосистему. Третьи уверены, что виновна земная ось, которая меняет свой наклон каждые 20 тысяч лет, влияя на интенсивность солнечного света, попадающего на поверхность планеты, и вызывая изменение климата. Но если копнуть еще глубже в историю планеты, то мы узнаем, что на месте Сахары в эпоху Мезозоя простирался океан Тетис, существовавший миллионы лет назад. Там плавали огромные прародители китов, рыб, змей, черепах, а на берегах водились динозавры, создавая удивительный мир. Но когда континенты разъединились, океан исчез, изменив ландшафт. Уже в нашем веке ученые обнаружили посреди пустыни окаменелые останки древних чудищ, свидетельствующие о богатой истории этого региона. Тут же был найден один из самых больших динозавров в мире, который обитал на территории Сахары, демонстрируя разнообразие жизни в прошлом. Сейчас это место называют «долиной китов», хранящей в себе тайны древнего мира. Пустыни всегда привлекали внимание исследователей и путешественников, вызывая восхищение и любопытство. Эти уникальные природные зоны будоражат фантазию, пугают своей загадочностью и красотой. Только сейчас, благодаря современным технологиям, мы начинаем проникать во все тайны Сахары, а их, как мы убедились, немало, что позволяет нам лучше понять прошлое и настоящее этого удивительного региона.